А, не волнуйся, я его спасу. Я его поймаю, когда он нападет. Ты уверен? Конечно, я уверен. Я не позволю своему брату погибнуть. Журнал обновлен. А, вон, смотри, там кораблей сколько. Блин, красиво тут. С ума сойти. Вон Кемелзе, видать. Леди и джентльмены, приветствую, с вами сэр Холмс, продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild, нахожусь в Тель-Мусаде, и тут у меня была закадровая беготня по всяким магазинам, просто изучал я башню, ее обитателей, точнее, повторял пройденное, так сказать, наткнулся тут на хранителя врат, который что-то задумал, похоже. Вот он, что он говорит. Приветствую. Меня зовут Сарен Уверан, и я трус этого города, похоже. Но ненадолго. Скоро все увидят, какой я храбрый на самом деле. Если спросить у него подробности, он говорит, я им покажу, я им всем покажу. Они все будут жалеть о том дне, когда они назвали меня трусом. Если хочешь, ты можешь это увидеть сам. Я сделаю это завтра, на башне. Это будет мой звездный час. Интересно, что он задумал. Но что бы он ни задумал, мне кажется, это плохо кончится. Завтра, как я и говорил. Тебе просто нужно будет подождать. Это того стоит, поверь мне. А что происходит-то? Я не трус. Просто потому что я не выхожу из дома, это не значит, что я всего боюсь, так? Да ладно, ладно. Вот, кстати, да, Арен Син, я в прошлом эпизоде тут, мне интересно стало, что там за штуки у них с припасами. Тут, оказывается, ну, с имперцами у них дел никаких нет в этом плане. Они просто ходят заимствовать свитки, тут у них есть такая система. Ну, что можно брать свитки, но нужно записать в журнал цель, зачем ты их берешь себе. Вот, я видел этот журнал, там кто-то взял 2 свитка огненного, адского огня, чтобы, как он указал, приготовить что-то там для готовки. В итоге там ему в этом журнале написали, что явись, верни эти свитки, явись для разговора. Вот такие дела. А с этими самими главами Тилвани я тут поговорил, ничего особо интересного они не предлагают, только говорят, что это осторожней будь, мы тилванцы, мы жесткие и все такое. Вот, а так-то, по сути, я еще не закончил. Мне... Вау, а куда мне делась карта? Ладно, потом. В общем, собирать ингредиенты. 1 пепельный батат я нашел. 5 маршмеллоу у меня есть. Осталось 1 батат и 2 каменных цветка. Ну, еще тут по торговцам пройтись немного. Парочку я еще не посетил. Может быть, загляну в бар. А, да, кстати, этот парень, правая рука главы поселения, действительно может обучить меня разрушению в школе, так что я к нему еще наведаюсь потом. Вот, ну и увидимся через секунду. Ну что ж, я собрал все нужные ингредиенты, пару раз повысил тут с нашим высокомерным учителем школу разрушения свою. И журнал мне сообщил, что пора поузнавать, что там с Сореном Увераном, который собирался доказать свою храбрость, хотя сейчас час ночи. Но может быть он уже что-то сделал. Написано, что поговорить с местными неплохой идеей будет. Идиот снова это сделал. Он забрался на самый верх башни и собирается прыгнуть. Да, ты верно все расслышал. Он собирается спрыгнуть с башни. Но если хочешь поговорить с ним, поговори с его братом... Ой, если хочешь помочь ему, поговори с его братом Малаудом. Ты найдешь его около рынка рабов. Похоже, у него есть план, как спасти Сорена. Но особо ни на что не надейся. Вот решил ночью причем это сделать, да? Ну, пойдем. Нижняя башня.
Тут я вечно расшибаюсь об их столы. Это был я. Вот. И здесь у нас проход вниз как раз таки. А, нет, это к аптекарю. Алхимику, то есть. Вот здесь проход вниз. Вот, все-таки, видите, не все я в прошлый раз тут исследовал, как оказалось. Ой, это прекрасная, по-моему, оказия выпить одно из моих зелий великих. Смотрите, какие получились жесткие. Бах, и светлее, чем днем просто. Вообще. Так, около рынка рабов. Я примерно помню, где это. Вон там. Вот, я этих всех торговцев обошел, уже даже в крепость заглянул. В общем-то, ничего тут особо интересного больше не происходит. Ага, вот он. С факелом, смотри. Хотел переночевать спокойно в этом трактире, до которого только левитации добрать можно, но не тут-то было. А, не волнуйся, я его спасу. Я его поймаю, когда он нападет. Ты уверен? Конечно, я уверен. Я не позволю своему брату погибнуть. Журнал обновлен. Это не сработает. Да, надо. Надо брать ситуацию в свои руки, как всегда. Сейчас как раз пока лечу, отдохну. Как ты вообще сюда залез? Ладно, зелье левитации выпил. Удивлен увидеть величайшего труса Сорена Оверана в самом верху башни. Я им всем покажу. И никто больше не назовет меня трусом. Что ты собираешься делать? Я призвал Дримору. Это покажет всем, насколько я крут. Убирайся с дороги. Я помогу! Ау! Да, давай, убей его, убей! Если сможешь, конечно. Что-то пока у тебя не очень получается. О, да, давай, давай. Да что ты будешь делать? Давай, давай. Я подыграю. Пока кулачный бой потренирую на Дриморе. Он вроде не сильный. Ну, давай, дружище, ты сможешь. Что ты лук достал свой? А, боже мой. Так, я что, призрака ударил? Этого мне не хватало. Так, свиток. Я хочу здоровье немного себе восполнить. Да, конечно, неожиданно все складывается. Я тоже был уверен, что он спрыгнет. Да черт возьми. Да убейте его уже. Так, отлично, но лучше подлечиться. Немного осталось, давай. Черт возьми. Давай, ты сможешь. Огонь. Все, красавчик, победил. Ты сам его убил. Так, а ты сможешь теперь слезть-то отсюда хоть? Оно почти меня убило. Я бы без тебя не справился. Вот, возьми это. Некоторые из моих ингредиентов.
Я ничего не собираюсь больше такого опасного делать в своей жизни. Джет и ступка и пестик. Ладно, спасибо. Ну что ты теперь скажешь? Это я, скажет он мне. Ах, да. Че, может, свиток вот этот вот использовать? За минуту я оттуда спущусь. Отсюда, то есть. Ну, конечно, это та еще потусовочка была. А, вот как он сюда залез, наверное. Приватная, учебная, приватные апартаменты. Ладно. Я, наверное, просто воспользуюсь своей акробатикой. Спускаясь отсюда. Так, а тут кто живет у нас? Арен Син тут живет. Тот самый высокомерный телванец. О. Ну шо, скажи-ка, это было зрелищно, дружище. Да, это был ты, не так ли? Это ты спас моего брата. Вот, возьми это. Мое чемпионское копье. И удачи. О, спасибо. А что за копье? Может, оно правда классно? Вроде бы оно, кстати, даже двемерское. Да. У меня была двемерская алебарда как-то, копья не было. Повредить интеллект при ударе. Ой, ну не знаю, у меня уже столько всяких копий таких. Сколько? 14 фунтов. Не, пока что алебарда самый удачный вариант. Она так дамажит классно. Кстати, ей можно лечиться, этой алебардой, смотрите. А, нет, нельзя. Надо что-то по кому-то ей стукнуть. Там неважно, видимо, пройдет удар или нет, все равно проходит лечение на тебя. Так, ну ладно. Значит, с этим все в порядке. Теперь пойдемте голос теперь. Не, я сначала, наверное, давайте все-таки на ночлег отправлюсь. Я думаю, что я заслужил себе скрибовый пирог и уютную постель своими геройствами сегодняшними. Красивые луны. Этого не отнимешь у Моровинда. А где? А, он. Я тут вечно немного дезориентируюсь. Да, с травой, конечно, тут все иначе. Да, ты не стой, я тебя не буду беспокоить. Да давай кровать, пожалуйста. Полумертвый говорит, давай кровать. А. Слышь, а что ты? Он мне говорит, у нас тут кровать, а нет кровати на самом деле. Ну ладно. Раз такие дела, давай просто мне. А у него нет скрибового пирога. Вот, ну ладно. Печеньку тогда давай. Бисквит, давай 2. И что еще? Винища какого-нибудь вот такого. За, наверное, джет как раз вот этот вот. Чуть сторгуемся с тобой, знаешь? Нет? Что ты какой? А тут у нас Таниэль. Кстати, все говорят, что он действительно трус этот. Так, а тут я не смогу, да? Да, тут только можно ждать. Ну ладно. Пойду куда-нибудь за пределы. С гуарами куда-нибудь вон. Переночую тут рядом у вас. Поспать даже негде в этот Эль-Мусаде. А мне это важно, вы знаете. А ты что там? О. Ну давай, давай, давай. Сюда иди.
очень дамажные. Прокусывают неплохо. Он где-нибудь на холме тут. О, ну здравствуйте, здравствуйте. Вот красота. Кстати, этих цветов каменных довольно много растет в округе. Давай хотя бы 4 часа отдыха. Ай, блин, надо было сначала перезарядить. Ладно. Да, еще надо будет потренироваться тут, пока я здесь. Поизучать школу разрушения. Тут вроде больше никто ничего особо не учит, да? Да-да-да. Ты же не учишь ничему? А кузнец? Не. Да, я знаю. Ну, меня неплохо потюкал этот Дримора. Может, даже продать ему что-то теперь смогу на вырученное. Не, у меня слишком дорогие вещи для его 300 монет. Ладно. Так, куда? А, я к торговцу голосами иду. Где-то вот он здесь, да, у нас? Я принес твои эти. Да, вот, держи ингредиенты. А, ингредиенты? Это был список покупок, дурень. А, голос у меня уже есть. Вот, возьми. Чего? Чего? Он извлечен из связок знаменитого теолога Домайндарил. Я не помню его имя, но они для меня все звучат одинаково. Ладно, я не понял, что ему не понравилось, но главное, что сработало. Сквик? Миндарил Сквик? Это же пищать вроде Сквик. Ладно, я думаю, тому, у кого голоса нет, и такой пойдет. Он не будет привередничать, конечно. Но пусть попробует только. Так, вот, в общем, план такой, что сейчас я пообучаюсь и пойду отсюда. Так, чтобы пообучаться, я бы хотел... А, не, я не прав, надо вернуться. Ох уж это телванская архитектура, да? Все не так просто всегда. Вот здесь вот самый короткий путь к этим дядям. Вот сюда. Да-да-да, я как раз к тебе. Давай, все, разрушение на все деньги, так сказать. 2. Да, найду я целителя. Я сам себе целитель, в конце концов. Ты бы еще не ходил туда-сюда? Да боже мой. Так. Сила воли. Давай еще хотя бы 3 раза. Я думаю, может еще тут на ночь остаться. Где-нибудь опять на холме тут заночевать. Да. Разрушение у меня совсем. Вот, кстати, их свитки, которые можно брать. Вот. И тут правило одалживания свитков, так сказать. Вот. Всем членам дома Тилвани можно брать эти свитки, но их нельзя использовать, прежде чем вы не отметитесь
Ну или там без особого, действительно без особой надобности их не брать. Аренсин. И вот здесь этот журнал как раз. Вот кто-то тут собирался, кстати, в Кемелзе. И Тесан Несим. Кучу свитков забрал, чтобы провести экспедицию в Кемелзе. Кстати, вмешательство Альмсиви. Вообще, те, кто собираются в Кемелзе, я думаю, что у них есть все шансы там схлопотать. Но то, что у него есть вмешательство Альмсиви, может быть, он смог оттуда свалить. Вот только мне интересно... Наверняка в Хилним оттуда. В Хилниме есть какое-то святилище, наверное. Да, боже мой, как они надоели. Да, 11 вечера. А сейчас где-нибудь еще. Акробатика. У меня же скоро левелап таким макаром. Акробатика, кстати, у нас что? От какого? От силы, кстати. Это приятно. Вон где-нибудь тут под хак лоза ночую. Кстати, уютное место какое. Давай, до 6 утра. Ой. Ой. Да ты негодяй, смотри, как прокусывает, а. Ладно, легкая броня, видимо, она такая вот. А это что там, алит? Не нужны нам тут алиты. Так, и можно сразу... Кстати, зеленый жук-то довольно большая у него душа. Давай, никс гончих всех. Ай, блин, ладно, не страшно. Ну, кстати, он меня разбудил. Это был будильник у меня такой, считайте. Вот, собственно, все. Теперь можно выдвигаться отсюда. Я действительно намерен идти в сторону... Так, дайте-ка мне указатель лучше. В сторону Хилнима. Мораль Дрим Хилним туда. Ну что ж, если туда, пойдем туда. Тут где-то будет ответвление, вроде бы так. Ну вот, собственно. Да, пара царапин. Всего лишь пара царапин. Нет, не отдыхать. В сторону Хилнима и Кемелзе. Вот так вот. То туда. Пассара, Тальмуса, да. Ничего же я не забыл там. А вон, кажется, уже Кемелзе видно. Так, а это куда у нас дорога? На Хилним, Марок, Кемелзе. О! Ну вы знаете? Пойдемте. Вот это на Камору, скорее всего. Потому что на юг. А вот это на Кемелзе. Насколько я понял из дневников разработчиков, там Real Rebuild, они Кемелзе собираются перерабатывать. Но они там такой тизер вбросили, типа, догадаетесь, над чем там мы работаем, и скриншот какого-то помещения с вентиляцией. Черт! Чарли всегда атаковали в спину. Помещение, значит, с вентиляторами. Ну, я думаю, что это Кемелзе, я там не был. Но сейчас вот, кстати, выясним, есть там вентиляторы у них или нет. Ну, такие, знаете, как... Там где-то, наверное, в 90-х, в нулевых были настенные вентиляторы. Ну, какая тут интересная холмистая местность, действительно. А вон, кстати, поселение. Так, это наверняка Ваммар, да? Угу. Кемелзе, Марок туда. Это значит Марок.
А там Хилним. Вон, кстати, уже видно его. Давайте сначала в Марок схожу. Может, там какие квесты связанные с Кемелзе будут. Ух ты, ух ты. Вау. О, выглядит это солиднее, чем я предполагал. Смотрите, даже есть гавань тут. А вон маяк Хилнима, да, кажется? Да, интересные места. И что самое приятное, нам это все еще предстоит изучить. Да, все-таки очень тут приятно. Несмотря на то, что это давно довольно было все разработано, там Real Rebuild, там, да, разрабами. Марок. Добро пожаловать. Тут, кстати, действительно можно разобрать надпись. Вот знак Oblivion — это О, например. Вот это вот заглавное вроде бы красное. Ну, у них тут особый стиль написания, что буквы в буквах пишутся, что-то столбцами, поэтому это... Ну, чтобы научиться вот это вот читать, как бы, не отходя от кассы, так сказать, нужно, во-первых, знать алфавит доэдрический. Ну, он хоть и калька с английского, но довольно сильно видоизмененный, чтобы запомнить все буквы, надо поднапрячься. А, вон, смотрите, там кораблей сколько. Блин, красиво тут. С ума сойти. Вон Кемелзе, видать. А он, похоже, даже есть мостик к Кемелзе. Ну, что-то наверняка что-то интересное будет. Так, вот первый дом какой-то. Я, наверное, не буду заходить. Это, представляете, вот это первый дом, самый ближний ко входу. Наверняка все какие-то новички, новоприбывшие первым делом сюда заваливаются. Типа, о, хозяева! Как дела? Расскажите, чё как тут? А, может, он уже задолбался от этого тут и злой сидит. Да, красиво, красиво. Вообще, Кемелзе выглядит довольно обжитым, что ли. Ну, тут постоянно экспедиции какие-то. Наверняка. Ну, опять же, Тель-Анория. Ну, это, собственно, башня Морога. Тель — это башня. Вот, ну наверняка тут какие-то приключения можно найти. Вот, а по поводу, опять же, языка вот этого местного, да? Данмерского, наверное, это или... Ну да, это, наверное, такой родной данмерский язык, древнеданмерский, можно сказать. Ну да, нужно еще вот научиться именно вот этому вот чтению букв внутри букв, по столбцам, вот это вот все. Ну, вы поняли, в общем. Давайте пообщаемся тут уже. Я Келлера Манель. Присяжная дома Тилвани. Я служу лорду Атириону. А все остальное не так важно. Я бы вообще хотел узнать про это место. Наш город может сбивать с толку на первых порах, чужестранец, но я уверена, что ты привыкнешь. Важные места — это Тель-Анория в центре города и различные услуги на скале. Также там есть казармы, услуги. А есть у нас некоторые, но не так уж много. Ты можешь их найти все наверху скалы. Там есть таверна, пустое гнездо. Если ищешь выпивку и
Тарвел Дренит заправляет маленьким торговым предприятием. Также есть маленький рынок, и там торговец с алхимиком. Также есть рынок рабов, заправляемый Сервой Андулес. Спасибо. Кто тут у нас интересный? Лорд Трион только, да? Атирион даже. Или Осирион. Лорд ну, Атирион прикольнее звучит. Сразу ассоциируется у меня с Ланнистерами и с волшебником Сультуана во вселенной Warhammer Fantasy Тирионом. Ну, в общем, да, он там наверху со своей женой проживает. Такие дела. А что тут у вас слышно? Я в последнее время частенько замечала Илверота Улнета рядом с пустым гнездом. Интересно, что он там задумал? Мне тоже стало вдруг интересно. Этот мечник. Уверена, что я его видела в пустом гнезде. Если хочешь его найти, возможно, он в своем грибном домике рядом с Кемелзе. Ну и тебе нужно уметь левитировать. Да. В земли Тилвани лучше без левитации не суваться, я знаю. Будь осторожен снаружи, Холмс. У нас есть весьма длинный список беспечных туристов, которые разбились насмерть в Мороге. Убедись в том, что ты не станешь следующим. Проследи за собой, в общем. Если спросишь, все проблемы вокруг Кемелзе — это просто куча шума вокруг ничего. Народец из города этого лутал это место уже на поколение, ну, в течение многих поколений и столетий. И после злосчастного Нордсена, точнее его экспедиции и публикации руины Кемелзе, ты поймешь, что все великие открытия уже были совершены. Ну и все еще народ приходит, чтобы копаться в каждой пылинке в этом месте. Да, у меня как раз есть при себе копия руин Кемелзе. Думаю, скоро мы за нее возьмемся. Ну что еще можно спросить тут? Обычно у них есть реплики вроде местная экономика и местность вокруг, но не в этом случае. Кстати, довольно много литературы про двеймеров. Что-то про двеймерские законы, руины Кемелзе, хроники Нчулефта. Так, вон еще там есть, можно выше подняться. Ну, давайте, наверное, сразу наверх. Speak, traveler. Привет. Это Телянория. Я не признаю твоего лица, но я уверен, что я могу тебе помочь, чтобы тебе не требовалось. Смотри, какой интересный. Законник Тилвани. Я тут вещи держу в порядке, когда лорд Атирион не может этого делать. Нас не заботит политика. А что там про мечник? Ничего нового. Так, просто на всякий случай. Все то же самое. Что расскажешь? Не секрет, что народ в Мороге куда более религиозен, чем другие тилванцы.
Но по какой-то причине... Это кажется традиционным следить, чтобы вещи все было... Не распространяться, видимо, они имеют в виду. Наш местный священник ренился на рву. Ну, советуют людям совершать такие тайные походы к ней домой за какими-то духовными советами. Звучит странно и подозрительно на самом деле. Местная священница, да? Хороший лидер, бла-бла-бла. Ладно, что еще расскажешь? Будь осторожен. Кемелзе, понятно. А что-то я... А, вот. Просто лестница в никуда. Или она сюда ведет? А, черт. Короче, ладно. Пойдем вниз. А что закрыто? Слушай, вы что мне тут передо мной двери заперли? Я ж пролезу. Ух ты. Какие пещеры. А, тут рабы живут у вас. Пс, друзья. Find the healer, mend your wounds. Ключ. Ну, ключ нужен, да. Кири, привет. Find a healer. Mend your wounds. Да, похоже, пора левитировать уже. Я думаю, вы не сильно обеднеете, если я это повзаимствую у вас. Припасы, кстати. Я немного соскучился. Давай, вот. Любимый рацион просто. И чем бы закусить? Соленым рисом нормально. Подушек тьма просто. Вот, все, можно не тратиться теперь в таверне. Ладно, пойдем наружу снова. Вообще пока приятное впечатление от этого городка. Очень необычно. Даже по меркам ванилы. Тилванская архитектура... Ну да, тилванская архитектура вся необычная, но опять же. Регистратура. Регистратура. Speak, traveler. Здравствуй. Аккуратнее в мороге, агент. Итак, как я тебе могу помочь? Поверь мне, если... Что-то случилось в Мороге за последние несколько десятилетий. У меня по этому счету все записано в этих книгах. Круто. А ты кто? Гирева Сирена. Я занят всей бумажной работой и документацией, которая нужна для порядка в этом городе. Окей. Слухи. Неужто я похож на того, кто много знает? Ну, вообще, да.
А если не ты, то никто. Вообще его неплохо было бы, знаете, на свою сторону немного склонить. Да, меня действительно восхищает то, как ты тут... Вот это вот все. Ты все еще не хочешь мне ничего рассказать? Смотрите, какой я красноречивый. Ну ладно, это, пожалуй, все. Особо мне нечего тут от него перенять. Этому всему я обучен уже лучше, чем он, я думаю. Окей, ладно. Спасибо. Ага, вот это там я был. Ага, мостик Кемелзе, похоже. Дома... О, привет. Не ожидал тут увидеть Хаджита свободного. Посетитель, как необычно. Что Драшилкар сможет для тебя сделать? Расскажи о себе. Драшилкар приглядывает за тем, чтобы вещи были чистыми, да. Никакого беспорядка, где проходит Драшилкар. Молодец, молодец, дай поглажу. Чё расскажешь-то? Драшилкар слышал, что безумный лорд Хилнима что-то планирует в своей башне. Драшилкар думает, что там этот бешеный лорд планирует. Вот мне тоже стало интересно сейчас. Драшилкар проделал хорошую работу, а теперь у Драшилкара есть свой собственный дом. Возможно, у тебя тоже дела неплохо идут, а? Ну, как видишь. Драшилкар не знает никаких секретов. Драшилкар приглядывает за тем, чтобы город был чистый для хозяина Атириона. Хороший и чистый. Драшилкар делает хорошую работу, да, и теперь у него есть свой дом. Молодец, молодец. Что расскажешь что тут про народа? Народа местного. Ничего нового. Спасибо. С хаджитами, знаете, приятно говорить хотя бы из-за того, что у них... на все те же реплики даже, если они такие же. Какие-то... Ну, они все равно уникальные. На их хаджитской манере, там, говорить о себе в третьем лице и так далее. То есть они немного альтернативно смотрят на вещи, и с ними всегда имеет смысл переговорить. Так, это чей-то дом, не очень интересно. Speak, traveler. Склад алхимических ингредиентов, да? Тут у нас здесь... вот лорд Атирион. Пойдем наведаемся. Я все-таки... персона не последняя в этой стране. Может, про меня уже слышали. Здрасте. Speak, traveler. Все-таки ты... по твоему имени я думал, что ты высокий эльф, но... В общем-то, было бы это даже странно, если бы высокий эльф заправлял Данмирским городом. Я Рилмас Атирион, но я не припоминаю, чтобы у меня с кем-то была запланирована встреча. Что тебе нужно? Так это к тебе мне нужно было принести письмо? Ну, подожди, я еще не готов. Слушай, ну у него нет каких-то... Он только не очень рад меня видеть, и все тут. Слухи спрашивать у него глупо. Может, про город что расскажешь? Да, Марок — это мое владение. Кемелзе, возможно, и сделала его более знаменитым среди чужестранцев, чем другие поселения Телвани. Ну, за исключением порта Телванис. Или столицы Варденфелла, Салритмора. Про Кемелзе что скажешь? Да, скучное на самом деле место. Когда уже эти глупые чужестранцы поймут, что
Марок уже вычистил это место подчистую. Со дня его разрушения. Ничего там нет интересного. А туристы все еще приходят уже тут дюжинами. Чтобы стать теми самыми, кто сделает великое открытие. А с другой стороны, это источник дохода для меня. А для телванцев это место неинтересно. Ну, слушай, да. Хорошо ты тут устроился. Ну, раз мы с тобой разговариваем... Ну, хотя нет, все еще не хочу. Он вроде не такой недружелюбный. Ничего важного нет. Можно с ним поговорить даже. Так, ладно. Может, чем похвастаешь еще? Маг Тилвани, присматривать за всеми города, так, безопасность людей. Унаследовал от моего отца, бла-бла-бла. Действительно, к тебе надо письмо было принести. Да, действительно. Ну, а чё, я тут без зелья левитации дошел даже. Все, у меня письмо для тебя, кстати. Хоть и без назначения, но вот. Пожалуйста. Рилмас начинает читать письмо, потом останавливается, начинает сначала. Это о чем вообще? Я правильно понял? Франсин Алдарт хочет извиниться? Я не могу даже такую вспомнить. Ну или что какая-то... Франсин меня чем-то оскорбила. Интересно. Франсин Алдарт. Альдарт. Да, я думаю, что я вспомнил это имя. Ну, если память мне не изменяет, это Франсин Альдарт. Часто жаловалась, что всем плевать на ее работу, и просила помощи. Но к чему это все? Она не поняла, что ли? Она не была под моим менторством. Великий дом Тилвани не станет себя ослаблять, ставя на какие-то важные места людей, которые этого не заслуживают. Сначала ты должен доказать, что ты достаточно хитер, остроумен и в мастерстве владеешь магическими навыками. Сильные выживут, слабые падут. Можешь так ей передать. Ей хватило ума покинуть Марок. И хватит ума, чтобы понять это. Да, понятно. Ты мне предлагаешь присоединиться? Серьезно? Пойди в порт Тилванис или в Садрит Мору и поговори с кем-то там, короче. Порт Тилванис. Ну, вы знаете. Я на самом деле из всех домов рассматривал дом Тилвани именно больше. Может, кстати, у вас какие мысли будут? Я точно не хочу в дом Хлалу, потому что я в нем был в первом прохождении. Так что остаются дом Ридаран, дом Тилвани. Кстати, дом Индарил, можно ли в него вступить? Если да, то скорее в него бы я даже пошел. Дом Дресс, конечно, тоже интересен, но он еще не сделан вообще практически. Ни одна из его территорий, насколько я знаю, не представлена еще даже в Тамриэль Ребилд.
Вот, в общем, можем обсудить с вами, куда. Ну, остается Ридаран и Тилвани. Но мне опять же симпатизирует больше Тилвани, потому что ну, они ближе по натуре ко мне. А Ридаран, ну, тоже, конечно, здорово. А еще у меня квест есть от дома Ридаран, который я не могу сдать. Вот, смотрите, где-то тут. Сейчас. Вот. Найдите Бедана вот этого, а потом сдайте квест Лорус Сарана. Я ему пытался уже и в этом году, и 4 года назад этот квест сдать, он не принимает его просто. Ну, можно, конечно, через консоль исправить. Вау, смотри какая. I что could это ты? kill that Gor. Those boots are ruined. Что с твоими глазами? Что ты тут делаешь? Меня зовут Соло Сатирион, и я жена Рилмаса, лидера этого поселения. Он великий мир. Ладно, не буду к тебе приставать. Ночной клинок. Может, она потому в повязке, что ночной клинок? Мне не нужно зрение, чтобы вас всех замочить. Вот. Кроме того, что у меня квест завис в журнале, у меня нет, знаете, особо какого-то фавора в сторону дома Ридаран. Как бы это забавно не звучало. Прикольный, кстати, этот Виквит. Они как будто, знаете, ложечки для меда. Такой же формы. Так, ну и что тут у нас? Остается торговый район вот этот. И тут еще что-то есть. Кемелте прям рядом уже. Так, тут... Неинтересно. Поля Хелнима. А, да, тут рынок. Рынок у нас тут. О, классный доспехи. Тилванцев, конечно. А я просто тут продаю всякое такое. Доход небольшой, благодаря всем этим туристам. Кстати, я забыл, где живет там вот этот ваш. Он рядом с Кемелзе. Ну, либо в пустом гнезде можно его найти. Так, ну я тут сильно не буду, наверное, заморачиваться. Давай, наверное, вот тебе продам как раз Костяного лорда. Да, все в порядке. Во, кстати, коммуника, спасибо. Запасы болотного тростника бы еще пополнил, но что-то как-то тут туго, да, я смотрю, у вас с ним. Да, черт с вами, бери рубин. У тебя нет болотного тростника? Нет? Ладно. Я тоже турист считаю. Вот, пожалуйста, те. А что у вас? Это арабский рынок. Не будут мне впаривать. Приветствую, Холмс. Один из моих рабов болен. Не мог бы ты помочь мне справиться с... ну, или, наверное, излечить заболевание Джилы? А что с ней? Обычно я о таких вещах не заморачиваюсь, но... Я получила словечко от потенциального покупателя, который хотел бы за нее неплохо выложить. Она должна быть в идеальном состоянии к этому моменту. Но никакие заклинания и свитки не работают. И она действительно больна. Мог бы ты попробовать выяснить, что с ней не так? Со мной она не говорит. Да, давай попробуем. Отлично. Поговори с ней, выясни, что с ней не так. Возможно, сперва она тебе доверять не будет, но... Мне-то точно рабы особо не поверят.
Не то чтобы это меня волновало. Так, окей, знаете, давайте, наверное, на этом пока закруглимся, потому что пребывание мое в Мороге затягивается, а я бы не хотел торопиться и, знаете, все в своем темпе пройти. Вот, еще тут есть пара мест интересных, которые я хотел бы посетить, прежде чем лезть в Кемелзе и так далее. Ну и да, и тут вот еще квест нарисовывается, так что давайте. Спасибо за просмотры, за лайки, подписки. Я на самом деле хотел еще за что-то, за комментарии, наверное, поблагодарить вас каждый раз. А потом вспомню, поблагодарю. В общем, спасибо. Сэр Холмс, Morrowind Rebuild. Пока-пока.